Привет всем любителям мобильных CQB игр, с вами как всегда я Mobile Gamer, и сегодня мы поговорим о новостях по всеми нами ожидаемой игре War in Arms. Ну а также я попытаюсь ответить на всеми вами интересующие вопросы по данной игре, поэтому если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. И перед тем, как перейти к последним новостям по данной игре, хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто заходил на официальный Discord сервер War in Arms, потому что теперь там 10 тысяч участников. Друзья, вы сделали достаточно большое дело, потому что только с помощью вашей поддержки War in Arms может стать королем мобильных CQB игр. Поэтому, как я говорил ранее в предыдущем видеоролике по данной игре, в честь 10 тысяч участников на сервере, разработчики показали нам достаточно много новой информации по разработке данной игры. А именно, мы наконец-то услышали официальный саундтрек War in Arms. Сейчас вы могли услышать первые 30 секунд данного саундтрека. Если честно, он мне не очень понравился. Да, он неплохой, но если честно, он звучит очень монотонно. Само вступление в саундтреке достаточно долгое, и сам по себе саундтрек War in Arms не имеет окончания. Музыка просто обрывается в самом интересном месте. Что, если честно, друзья, не есть хорошо, потому что если мы сравниваем данный саундтрек с другими мобильными играми, такими как Call of Duty Mobile и Area F2, то там официальные саундтреки намного лучше и звучат намного ярче, чем нынешний саундтрек War in Arms. Единственное, что радует в данном саундтреке, а именно аутентичность и его уникальность, так как такой саундтрек я слышу впервые. Ну а ссылочку на полный саундтрек я оставлю в описании под данным видео, можете также написать в комментариях ваше мнение о нем. Понравился вам он или нет, будет интересно узнать ваше мнение. Также в честь юбилея на сервере разработчики показали нам тизер одного из персонажей, о котором я скажу чуть-чуть позднее в данном видео. Картиночку в честь 10 тысяч участников на сервере. Показали двух новых оперативников. Сделали стрим, где отвечали на всеми вами интересующиеся вопросы по War in Arms. Ну и совсем недавно затизерили модули для оружия, которые скорее всего появятся в альфа-тестировании данной игры. Так что давайте поподробнее остановимся на двух новых оперативников War in Arms. И первый из них это Махир, медик по национальности индиец. Как по мне, выглядит очень даже неплохо в футуристичном дизайне, но как по мне, чего-то ему не хватает. То ли цвет персонажа не тот, но как вы все знаете, мы обязательно сможем персонализировать нашего персонажа. И у каждого из них после релиза War in Arms будут свои скины. Или ему не хватает каких-то медицинских прибамбасов. Поэтому я надеюсь, что это не финальная версия данного оперативника и к релизу его поменяет в лучшую сторону. Но также разработчики показали нам второго нового оперативника War in Arms, а именно Тайлан Саноупа, который будет иметь, так сказать, секретную способность, дающую нейтрализовать зрение противника на 10 секунд. Так сказать, это своеобразная флешка наподобие как в Call of Duty Mobile, когда на некоторое время ваш враг попросту слепнет, и вы его спокойно добиваете. Но если данная способность будет уничтожена, то все противники в радиусе действия данного приспособления ослепнут на 2 секунды. И как по мне, задумка неплохая и очень даже интересная. Посмотрим, что будет на практике, но, к сожалению, данные персонажи не будут доступны на альфа-тестировании War in Arms.
Поэтому с нетерпением будем ждать их на релизе игры. Что ж, друзья, давайте теперь перейдем к стриму, где разработчики отвечали на всеми вами интересующие вопросы по War in Arms. И многие из вас спрашивают, почему до сих пор нету альфа-тестирования War in Arms. И я вам сейчас с удовольствием отвечу на данный вопрос. Понимаете, для любой игры первое впечатление очень важно. Потому что если в первые 5 минут игроку попросту не понравится War in Arms, то он попросту закроет ее, удалит и забудет про нее навсегда. Поэтому это очень важный аспект для любой игры. Ведь более того, War in Arms нужно показать инвесторам и впечатлить их. Ведь да, вы поддерживаете War in Arms через Patreon, но стоимость разработки мобильной игры даже в сравнении с разработкой игр на старшей платформе все равно большая. Ведь денег, которые приносят подписчики Патреона, просто не хватит. Ведь чтобы создать крутую мобильную игру, нужно вложить в нее много усилий и денег. Так как все мы знаем пример Киберпанка 2077, который из-за своего пиар-отдела и ненормальных игроков, которые поскорее хотели поиграть в данную игру, попросту из-за своей спешки уничтожили ее. Я не хочу, чтобы такая ситуация приключилась и с War in Arms. Поэтому разработчики нашей любимой игры понимают это и никуда не спешат. Да, они понимают, что скоро выйдет новый PUBG New State, Apex Legends Mobile. Но лично, как по мне, конкурентов в жанре мобильных CQB игр у War in Arms попросту не будет. Да, есть Strike Team Online, но пока что ситуация с ней до конца неизвестна. Так что кроме встречи с инвесторами и фанатов на Патреоне, скорее всего в War in Arms будут ящики, которые, да, к сожалению, будут стоить около $20, в которых вы сможете выбить уникальные скины для вашего оперативника или оружий. Данные ящики будут каждую неделю меняться, но, как я понял, данная фича будет доступна только на релизе War in Arms. Также интересным вопросом стало наличие реплей-системы. И как нам рассказали разработчики, данная система появится только после релиза данной игры, так как она достаточно обширная и на нее придется потратить много времени в разработке. Но как по мне, данная система повторов очень даже важна, так как если War in Arms хочет развиваться в направлении киберспорта, то это просто неотъемлемая часть любого онлайн-шутера не только на мобильные устройства, но и на старшие платформы. Также если мы говорим насчет АИМ-системы War in Arms, то ее, конечно же, не будет. Если честно, это круто, так как в шутерах важен баланс, просто скилл в самой игре, а именно понимание карт, контроль оружия и многое другое. Будет в War in Arms и озвучка у персонажей, которые будут заниматься отдельно 2 человека, так как это придаст атмосферности War in Arms и еще больше завлечет игрока в свой игровой процесс. Так что это были самые интересные вопросы на ответы из стрима, где разработчики отвечали на всеми вами интересующиеся вопросы по разработке War in Arms. Следующий девлог Аймува, к сожалению, будет только в следующий понедельник, так как в настоящее время разработчики очень заняты и у них нет попросту свободного времени. И в нем нам, скорее всего, покажут уже первую карту War in Arms, которая будет доступна в альфа-тесте. Ну а теперь давайте пробежимся по самым интересным вопросам под последним видеороликом по War in Arms на моем канале. War in Arms это Strike Team Online? Нет, это совсем две разные игры. War in Arms будет полноценной CQB игрой на Android и iOS. Ну а Strike Team Online это игра с CQB элементами от совсем других разработчиков. Про вероятную дату альфа-теста War in Arms я рассказывал еще в предыдущих видеороликах на данном канале, но специально для вас я могу ответить на этот интересный вопрос. Так что альфа-тест War in Arms планируется в конце мая, ну а вероятно релиз игры состоится в конце лета. Если в течение разработки появятся какие-то более серьезные проблемы, то релиз War in Arms перенесут на сентябрь. Как я рассказал ранее в данном видео, после релиза War in Arms скорее всего будут скины на оперативников. Так что прошу не беспокоиться насчет этого. Ведь по ходу выхода War in Arms в релиз игра будет наполняться все больше и больше контентом. Насчет способностей в War in Arms они будут наподобие как Rainbow Six Siege. Конечно, они будут различаться, но как я понял, у каждого оперативника будет своя уникальная способность. За исключением новичка, как это было в Area 2. Поэтому, друзья, ждем с нетерпением альфа-теста War in Arms. Поэтому, если будут какие-то новые подробности по альфа-тесту данной игры, то я обязательно расскажу о них в следующих видеороликах на данном канале. Но на этом у меня все. Будет интересно узнать в комментариях, как вам последние новости по всеми нами ожидаемой игре War in Arms. Ну а с вами, как всегда, сегодня был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по War in Arms, но и по другим мобильным играм. До скорого!